Друзья, приветствую вас! Вечерний обзор. Давайте рассмотрим, что произошло и какие движения предполагаются сегодня на вечерней сессии по доллару, евро, нефти, золоту, рублю. Давайте начнем с ВИКСа, индекс волатильности, дневной таймфрейм. Но у нас сегодня был удар по ВИКСу, он на 30 выше 30 сходил. И текущая ситуация, она как раз вот очень сильно взаимосвязана с этим движением. Если до этого у нас шло проседание, ВИКС находился в консолидации, верхняя граница была в районе 23,5-25, теперь он у нас перешел на другой уровень, и возможно такие задерги, они будут периодически происходить. Текущая ситуация с локдаунами в Европе вызвала неопределенность в мировой экономике, потенциально приведет к падению спроса на нефть. Помимо всего прочего, выявились новые мутации ковида. Но как выявились? Информация об этом была и раньше. Сейчас начинают поступать противоречивые сигналы по поводу того, что они, во-первых, более заразны, во-вторых, непонятно, как разрабатываемые вакцины будут на них воздействовать. Поэтому выросли риски, соответственно, волатильность значительно прыгнула, и мы видим, что рынки начали сыпаться на этом. На недельном графике индекса волатильности здесь у нас вполне как бы очерченная фигура. Целью этой фигуры движение в район 40-42, вот сюда, вот в этот диапазон. Далее при пробое 42,5-45 возникает инициация движения, цель которой переписать вот этот хай 86, который был в марте. Говорить о стабилизации ситуации можно будет в случае пробоя 25 и ухода в проторговку 25-21, вот в этом диапазоне. Судя по той ситуации на рынке, которая происходит, такой процесс сейчас маловероятен. Скорее всего, мы будем теперь торговаться в новом диапазоне, который идет от 25,5 до 30-31. Рост волатильности — это негатив для рынков и сырья. Далее SP 500, сегодня хорошо повалились на фоне дестабилизации общей ситуации мировой. Ну и здесь еще есть такой момент по поводу вот этих стимулов, которые будут предоставлять 900 миллиардов долларов. Есть общее правило: покупай на ожидании, продавай на новости. Как только оказалось, что вот действительно объективно они сейчас вот-вот будут подписаны, все как бы новость отыграна, рынки корректируются. Но на самом деле здесь такого простого ответа нет, почему такое движение произошло. Здесь комплекс причин. Это и то, что фактически раскрылась эта новость, и то, что локдауны в Европе, и информация о новых мутациях вируса ковид, которые потенциально могут привести к тому, что вакцины будут неэффективны, и которые более активны в части передачи заболевания. Отчетливо прослеживается рост волатильности, и здесь на текущий момент какие выводы можно сделать по движению S&P. Есть уровень 3590. Если мы этот уровень не удерживаем, не пробиваем, то мы будем находиться в проторговке, которая идет от 3700 до 3590. Вот в этом диапазоне какое-то время мы будем болтаться. Далее индекс доллара, дневной таймфрейм. Но смотрите, несмотря на такой вот мощнейший вынос, который произошел, мы ключевую цель 91,5 так и не пробили. Пока мы не пробьем вот эти все движения, это все идет в рамках консолидации в диапазоне от 89,6 до 91,3. Вот здесь вот. С моей точки зрения, говорить о том, что произошел разворот со всеми вытекающими последствиями, можно будет только после пробития уверенно вот этого значения и закрепления выше него. Вот сейчас очень интересно здесь развиваются события, потому что по сути здесь абсолютно явные, абсолютно четкие разворотные сигналы, но с другой стороны, вот сегодняшнее происшествие, которое возникло, не дали ему ходу наверх, не дали. Да, это самое, стопы собрали, волатильность разогнали, но после этого он откатился фактически до предыдущего закрытия. Так, далее RGBI, российский индекс государственных облигаций. Здесь все печально. Единственный факт, который обнадеживает, то, что вот это вот падение, оно идет на минимальных объемах.
Ну, здесь есть все основания для того, чтобы вот это движение до 152,4 было реализовано. Потому что локдаун, новая мутация коронавируса, то есть это все потенциально указывает на то, что в новом году не будет нормального отскока в спросе на нефть. Ну и сами видите, какие геополитические игры идут. Соединенные Штаты так или иначе достают то одну карту из рукава, то другую. И поэтому на фоне постоянно такой ситуации, что возникает санкционное давление, которое весьма вероятно в ближайшее время, судя по всему, будет раскрыто, мы наблюдаем все эти негативные процессы, которые идут в госдолге. И все, кто только возможен, крупный бизнес старается запастись валютой. Так, друзья, далее нефть Brent, дневной таймфрейм. Но по сути у нас вот этот чудесный восходящий тренд, который был, он сломан. Но при этом вполне как бы здесь рисуется разворотная формация и движение вниз. Ну, как минимум вот сюда вот на 46,9, 46 с половиной. Ну и конечная фаза движения при корректировке, которая будет свидетельствовать о том, что рост завершился, это возврат вот в этот диапазон в районе $45 за баррель Brent. Так, далее по Бренту 4-часовой таймфрейм. Здесь у нас картина следующая. По сути, мы здесь нарисовали двойное дно. И в том случае, если мы сегодня-завтра это двойное дно не перепишем, то есть не будет пробоя 48,7, 49,1 вот этого диапазона, то весьма вероятно, что здесь мы какое-то время проторгуемся, и в случае стабилизации ситуации, отсутствия негативных новостей, вполне может быть еще один задерг, цель которого будет потрогать 51,5 и даже сходить на 52,05 вот сюда вот. Несмотря на то, что по Brent все промежуточные цели пробиты, здесь вот есть четкие основания полагать на то, что вот эту просадку ее начали очень активно выкупать. Сегодня важно, чтобы закрытие было выше 50,1, ну вот где-то вот в этом диапазоне. Сейчас на вечерней сессии нефть зажата в консолидацию, нижняя граница 49,85, верхняя граница 50,5. На текущий момент, если не будет сегодня в течение часа, 2-3 движений вниз и пробитие 49,9, то весьма вероятно, что сегодня закрытие будет в диапазоне 50,4, 50,5. Вот здесь вот. Если сейчас пойдет пробитие 49,9, ну 49,85 вот этого диапазончика, то тогда, вероятно, мы сместимся, и, соответственно, сегодня закрытие будет под сильным уровнем в диапазоне 49,2, 49,85, вот где-то вот здесь вот. Я все-таки в большей степени склоняюсь, что будет движение сюда в диапазон 50,4, 50,5. Далее, если здесь начнется консолидация и закрепление, то это было бы для нефти очень хорошим знаком на завтра. Так, далее золото. Но по золоту сегодня, конечно, вообще жескач был. Ну, я рассчитывал, что он на 1921 сходит. Но здесь сами видите, какая ситуация была после того, как 1912, ну 1911 с хвостиком потрогали. Сразу отсюда пошло движение, но, обращаю внимание, 1882 и так и не пробили. То есть были вот эти ложные пробои, был задерг вниз на следующую ступеньку, которая 1860. Но после этого все выкупили. И по золоту сейчас я склоняюсь к мысли, что отсюда будет движение. Сегодня, возможно, цель будет 1900. В любом случае, если мы сегодня закрываемся выше 1882, завтра, послезавтра утвержденные стимулы дадут о себе знать, и золото погонят наверх. Но вы видели, какие здесь возможны варианты. Это в плане наличия плечей и переносов плечей по золоту. Итак, на текущий момент по золоту я склоняюсь к тому, что будет движение к 1900. Если сегодня закрытие будет ниже уровня 1882, то есть вот здесь хотя бы в этом диапазоне, то движение на рост в ближайшие дни, скорее всего, не будет, и мы перейдем торговаться вот сюда, вот в этот
консолидационный диапазон 1860-1882. Так, друзья, далее серебро. Ну, из-за такой высокой волатильности, тут как бы по большинству инструментов колоссальный размах сегодня был. Несмотря на то, что уровни прошиты, оно в целом-то вернулось и все равно находится выше тех значений, на которых оно торговалось на прошлой неделе. Это дневной таймфрейм. По 4-часовику сейчас идет импульс движения, цель которого потестить вот этот максимум 27.63. Соответственно, эта гипотеза не срабатывает в том случае, если происходит откат и пробитие 25.75, 25.8. Так, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Ну, с опережающими темпами ближайшие цели все выполнили. Так, друзья, по рубль-доллар мы перешли на новый энергетический уровень. И, соответственно, у нас теперь проторговка идет в диапазоне 74,7, 75,5. Вот здесь вот. На текущий момент, я думаю, более вероятно движение вот сюда, вот к нижней границе на 74,7, 74,75. Давайте еще с часового на 15-минутный перейдем, чтобы посмотреть лучше ситуацию. Итак, 15-минутный таймфрейм. Сейчас вот если это движение идет и происходит пробой 75,2 вот этого значения, то отсюда у нас разовьется движение, цель которого будет потестить 75,5 вот это значение, возможно даже сходить повыше. Вот. Но повыше без существенных рисков, которые раскроются, вряд ли, поэтому при пробое вот этого значения скорее всего будет движение на 75,5 вот сюда вот. Но я все-таки склоняюсь к тому, что будет сейчас пробой 74,8 и движение по направлению 74,7, возможно даже 74,6. Вот сюда вот потестить вот эту зону. Я думаю, это наибольшая вероятность сейчас движения, даже если при условии отсюда сейчас будет движение наверх, но при этом не будет пробито на объеме 75,2. То есть либо от текущих значений, либо отсюда пойдет движение, цель которого будет сходить на 74,7, 74,6 вот сюда вот в этот диапазон. Так, друзья, ну и далее евро-доллар. Вот уровень 21,80, сегодня его пробили. При обычных условиях это привело бы к тому, что развелось бы падение, и мы какое-то время поторговались бы в районе 1,2020, возможно пошли бы ниже. Но с учетом того, что это был общий всплеск волатильности не только по евро-доллару, вообще по всем инструментам, то здесь, соответственно, сразу выкупили и вернулись. На текущий момент движется цель движения 1,2254 вот сюда, вот в этот диапазон. В том случае, если сейчас будет коррекционный откат и при этом произойдет пробитие 1,2205, то в этой ситуации мы увидим дальнейшее движение вниз. Цель этого движения будет 1,2174, 1,2165 вот сюда, вот в этот диапазон. Когда начинает расти общая волатильность, то уровни они не всегда срабатывают так, как это было бы в нормальной обычной жизни повседневной. Все, друзья, спасибо за внимание, удачи, всего наилучшего.